Они родились в самых неблагополучных районах, где каждый день – это борьба за выживание. Их детство прошло в трейлерах, в подвалах, в гетто, где реальность диктовала свои жестокие правила. У каждого из них были все шансы исчезнуть в нищете, как тысячи других, но они вырвались. Сегодня их имена знает весь мир. У них многомиллионные контракты, особняки, бизнесы, автомобили и слава. Это рэперы, которые прошли путь от нищеты до богатства. Но главное – это история силы воли, упорства и умения подняться после каждого падения. Как им это удалось? Что именно изменило их жизнь? И можно ли повторить их путь? В этом видео настоящие истории людей, которым никто не верил. Истории, которые могут вдохновить и тебя. И начнем мы с человека, который прошел путь от трейлера в неблагополучном районе до мирового признания, Оскара и сотен миллионов на счету. Его детство было чередой потерь, бедности и одиночества, где каждый день напоминал борьбу за выживание. Но он сумел выбраться и навсегда изменить мир хип-хопа. Это история Эминема. Музыка всегда у меня в голове, и я очень надеюсь, что она оттуда не уйдет, что она там заперта. Маршалл Брюс Мэттерс III родился 17 октября 1972 года в американском городке Сент-Джозеф, штата Миссури. Родители будущей звезды, Маршалл Брюс Мэттерс-младший и Дебора Нельсон, были музыкантами и зарабатывали на жизнь игрой в ресторанах одной из гостиничных сетей. Они поженились, когда Дебби исполнилось 15 лет, и вскоре на свет появился их первенец. Роды были тяжелыми и продолжались около 3 суток, что могло стоить юной матери жизни. Но рождение ребенка не удержало ее мужа от того, чтобы оставить семью. Сыном он категорически не интересовался. Даже когда тот подрос и стал писать ему письма, они возвращались обратно. Мать тоже не отличалась постоянством и вместе с сыном кочевала по стране в трейлере. Кроме того, она пристрастилась к алкоголю и приводила домой отчимов, которые, впрочем, надолго не задерживались. Только когда мальчику исполнилось 12 лет и у него появился младший брат Нейтан, Дебби осела на задворках Детройта. Однако жизнь Маршалла переезд едва ли улучшил. Белый замкнутый парнишка среди дерзких афроамериканских ребят, которые в основном населяли их квартал, моментально стал объектом для насмешек и травли. Его били чуть ли не каждый день, а однажды он чудом выжил, пробыв несколько дней в коме. Одним из главных обидчиков был Дианджело Бейли, которого позже Эминем увековечил в песне «Brain Damage». Сам Бейли, повзрослев, признавался, что тиранил парня, но это не помешало ему попытаться отсудить у знаменитости $1 миллион за испорченную репутацию. Суд Бейли отказал. Дружба у будущей звезды сложилась только с Ронни, который был его родным дядей и ровесником. Именно он познакомил юношу с рэпом, записывая для него песни и принося диски. В какой-то момент парень решил, что и ему под силу сделать нечто подобное. Когда ему исполнилось 14, он начал читать рэп вместе с приятелем Майком Рубби по прозвищу Мэникс. Маршалл взял себе псевдоним M&M по первым буквам имени и фамилии. Со временем ник трансформировался в известный всему миру Эминем. Друзья активно участвовали в рэп-баттлах и на открытых микрофонах, амбициозно пытаясь занять нишу, исторически закрепившуюся за афроамериканцами. В возрасте 15 лет в жизни Маршалла появилась Кимберли Энн Скотт, с которой он познакомился в школе и которая сыграла ключевую роль в его личной жизни. Ким была на 2 года младше, и когда они вместе с сестрой сбежали из дома, их приютила мать нашего героя. На фоне постоянных скандалов дома и максимального погружения в музыку он практически не интересовался учебой. 3 раза Маршалл пытался окончить 9 класс, но так и не смог этого сделать, бросив школу в 17 лет. Он помогал матери материально, подрабатывая где только можно.
а в свободное время записывал первые песни на домашнее стерео. В декабре 95-го у Маршалла и Ким родилась дочь, которую назвали Хейли Джейд Скотт, но поженились они только через несколько лет, в 99-м. Начало его карьеры сопровождалось неудачами. Из-за провала альбома Infinite, на который музыкант возлагал большие надежды, у него начались проблемы. Рэпер с женой и дочкой жили в неблагополучном районе, и их жилище несколько раз подвергалось грабежу. Ему приходилось мыть посуду и помогать с готовкой в одном из семейных ресторанов за сущие гроши. Но и этой работы он лишился, когда его уволили в 97 году. Семья переехала жить в трейлер, а Эминем стал пить, принимать запрещенные вещества и однажды попытался свести счеты с жизнью. Но в 1999 году все изменилось. Рэпер познакомился с легендарным Доктором Дре и был выпущен второй альбом The Slim Shady LP, который стал самым популярным альбомом года, трижды платиновым и принес артисту его первую премию Грэмми. Последующие альбомы также имели бешеный успех. Вскоре на экраны вышел фильм «Восьмая миля», где наш герой сыграл главную роль, за которую он получил $3 миллиона. Это почти красиво. В детстве я мечтал жить в таком вот доме. Ну, только в новом. Картина вышла глубокой и была с восторгом принята публикой, а сам Эминем получил Оскар за лучшую песню к фильму. А вот личная жизнь начала рушиться. Ким уже второй раз ловили нетрезвой за рулем, и это стало последней каплей. В 2001 году пара официально оформила развод. В 2006-м Маршалл и Ким решили восстановить отношения и даже повторно поженились. Увы, эта попытка оказалась провальной, и они оформили развод почти сразу же после свадьбы. К счастью, им удалось договориться по поводу опеки над их общей дочерью без скандалов и судов. Кроме того, знаменитость удочерил дочь Ким, Уитни, которую она родила от другого мужчины, и ее племянницу Алайну. В 2005 году стало известно, что Эминем стал дедушкой, его дочь родила сына. Сейчас Marshall Mathers является одним из самых богатых рэперов планеты. Его состояние оценивается в $250 миллионов. В год артист зарабатывает по 20-30 миллионов, а при условии проведения гастрольных туров до 60. Удивительно, но у него нет крупных бизнес-интересов, только небольшая сеть закусочных в Детройте под названием «Мамины спагетти». Дополнительный доход приносят также рекламные контракты. Маршалл без ума от комиксов. С детства он страдал от того, что не мог сосредоточиться на чтении книг, и яркие страницы с короткими текстами стали для него спасением. Сейчас у артиста огромная коллекция комиксов с очень редкими и дорогими экземплярами. К слову, за всю жизнь он прочел лишь одну книгу рэпера LL Cool J, да и то потому, что много времени проводил в самолете. У знаменитости имеется и солидный автопарк из десятка машин, хотя сам он их водить не любит. В его коллекции есть кабриолет Audi R8 Spider, Hammer H2, Cadillac Escalade, Aston Martin Vantage, Lamborghini Aventador, а также несколько моделей Porsche и Ferrari. Что касается недвижимости, то парню, жившему некогда в жалком фургоне, больше всего хотелось домашнего уюта и максимального комфорта. На свой первый крупный гонорар он приобрел особняк в родном штате, потратив почти $1,5 миллиона. Другой особняк, также в пригороде Детройта, знаменитость купил в 2003-м за $4,75 миллиона. В доме площадью 1400 квадратных метров 6 спален с собственными ванными комнатами, кухня, столовая, просторная гостиная, комната отдыха с бильярдом и парная. На территории есть теннисный корт и бассейн под открытым небом. В 2017-м рэпер продал особняк, причем стоимость его сильно упала и составила всего $1,76 миллиона.
Он вырос в гетто, прошел через потери, опасные улицы и 9 пуль. О нем забыли продюсеры, от него отвернулись лейблы. Все шло к тому, что его история закончится, так и не начавшись. Но в этот момент появился человек, который изменил все. Встречайте, 50 Cent. Как у вас тут вечеринка? Жаль, что потерял приглашение. 50 Cent, настоящее имя которого Кертис Джеймс Джексон III, появился на свет 6 июля 1975 года в районе Нью-Йорка, Куинс, в квартале Саут-Джамайка. Он родился в неблагополучной семье. Его матери, Сабрине Джексон, на момент родов было всего 15 лет, и она была одной из 9 детей. Отца наш герой никогда не видел. Как только мужчина узнал, что его несовершеннолетняя подруга беременна, то сразу же скрылся в неизвестном направлении. Исполняла материнские обязанности Сабрина не очень прилежно. И, оставив сына на воспитание своим родителям, ушла жить самостоятельной жизнью, где торговала запрещенными веществами, находясь в кругу бандитских шаек. Все детство Кертиса прошло в гетто, где перестрелки и разборки местных банд были обычным делом. Кроме того, в доме, где рос мальчик, помимо бабушки и дедушки, жило еще 8 братьев и сестер его матери, а также двоюродный брат нашего героя Майкл Фрэнсис, который в будущем также станет рэпером. Из-за нехватки спален Кертису выделили место в подвале, которое оборудовали под его комнату. По воспоминаниям 50, свою маму он видел довольно редко, но когда она приходила в родительский дом, это было похоже на праздник и сказку. Женщина приносила множество подарков и была очень рада видеть своего сына, после чего снова уходила, и про нее не было никаких вестей долгими месяцами. Когда Кертису исполнилось 8 лет, его мама скончалась при странных обстоятельствах, но полиция так и не нашла виновного. С самых юных лет парень начал тайно от бабушки с дедушкой заниматься противозаконной деятельностью, следуя по стопам родительницы и продавая запрещенные вещества на улицах района. Чтобы выжить в гетто, будущая звезда начал ходить в бесплатную секцию бокса уже с 11 лет. Он мог часами колотить грушу и сражаться в спаррингах, доводя свою физическую форму до идеала. Как рэпер позже рассказывал в интервью, семья, в которой он рос, была бедная и не могла позволить купить детям хорошую одежду или обувь. Кертис не хотел просить у бабушки деньги, поэтому каждый цент зарабатывал сам. Уже к 18 он сам стал предводителем одной из банд и зарабатывал немалые деньги. Порой его доход доходил до $150 тысяч. Однажды Кертиса поймали в средней школе Эндрю Джексона с оружием, после чего он перестал скрывать от семьи, чем промышляет, а вскоре и вовсе бросил учебу. В это же время кузен Кертиса Майкл активно читал рэп, участвуя во всех музыкальных баттлах и вечеринках. Он взял себе прозвище 25 и в итоге заработал себе кличку 25 Cent. Именно тогда, по примеру кузена, наш герой начал также писать свои первые тексты. В 1994 году Джексон был арестован за продажу и хранение запрещенных веществ и незарегистрированного оружия. Парня приговорили к тюремному заключению от 3 до 9 лет, но он провел лишь полгода в тюремном лагере, так как добился досрочной амнистии. Там же он получил документ об окончании школьного образования. Когда будущей звезде исполнился 21 год, у него родился первенец от подруги Шаниквы Томпкинс. Сына назвали Маркиз. Тогда Кертис решил, что хочет видеть, как растет его ребенок, и полностью поменял свою жизнь, бросив незаконную деятельность и начав читать рэп. Я хочу завязать. Ты спятил, да? Займусь рэпом. Мужчина выбрал себе псевдоним, схожий с псевдонимом кузена – 50 Cent. Также такое прозвище было у известного гангстера 80-х годов Кельвина Мартина, которым рэпер восхищался. Сперва репетиции проходили в подвале дома друга Кертиса, где он использовал патефон, который играл на фоне, и старый проигрыватель для записи песен. В 2000-м Кертис заключил контракт с продюсерской компанией Columbia Records и начал набирать популярность благодаря своему синглу «How to Rob».
I'm about to stick slick Rick for all that old school shit. Right now I'm bent. When I get like this, I don't think about. Карьера Кертиса стремительно развивалась, но внезапное происшествие оборвало все его планы. 24 апреля, пока рэпер сидел в машине недалеко от дома бабушки, к нему подбежал незнакомец и выстрелил 9 раз. После ранения Кертис не мог ходить и испытывал острую боль. Ему приходилось с трудом передвигаться на костылях, и реабилитация длилась около 5 месяцев. За это время Columbia Records решила расторгнуть с ним контракт. Восстановившись, наш герой не просто начал ходить, но и смог вернуть свою прежнюю физическую форму и захотел снова заниматься музыкой. Его записи услышал Eminem и пригласил к себе в Лос-Анджелес. По приезду Кертис был представлен Эминему и Доктору Дре. Там же он подписал контракт на запись альбома на $1 миллион. В феврале 2003 года был выпущен первый официальный альбом 50 Цента «Get Rich or Die Trying», который вызывал потрясающий эффект. Успешными оказались и последующие альбомы рэпера. Кроме того, он начал продюсировать и активно сниматься в фильмах. Личная жизнь 50 Цента также била ключом. К тому моменту он уже расстался с матерью своего сына и начал вести бурную личную жизнь. 50 Cent был на вершине славы, поэтому его активно приглашали сниматься в рекламе. Огромное количество проектов принесло огромные доходы, которые Кертис активно тратил. В 2003 году он купил дом в Коннектикуте с 52 комнатами за $4,1 миллиона у боксера Майка Тайсона. Затем провел там полную перепланировку, потратив на ремонт $10 миллионов. В доме есть частное казино, тренажерный зал, баскетбольная площадка, кинозал, несколько бассейнов и спа. Также 50 Cent приобрел дом в Нью-Йорке стоимостью $2,4 миллиона, но через год он сгорел при неизвестных обстоятельствах. Кстати, в нем проживали его бывшая девушка Шанкива Томпкинс с сыном. В тот период Кертис встречался с девушкой по имени Дафна Джой. После того, как фотографии влюбленных попали в сеть, артист начал говорить про возможную помолвку, а 1 сентября 2012 года у пары родился сын. Мальчика назвали Сайр Джексон. Эти отношения быстро закончились и привели к судебному разбирательству. Девушка обвинила экс-возлюбленного в насилии и вандализме, и он признал себя виновным, пойдя на сделку со следствием. В итоге он возместил материальный ущерб и получил условный срок в 3 года. В 2014 году у Кертиса началась полоса неудач. Наряду с разочарованием из-за низких продаж альбома, рэперу пришлось иметь дело с судебным иском от компании Slick Audio. Дело в том, что он начал продавать наушники, дизайн которых сильно напоминал Beats. В результате Джексона обязали выплатить производителям оригинальных наушников сумму в размере $16 миллионов. Также в суд на 50 Цента подала Ластония Левистон. Как оказалось, еще в 2009 году у Кертиса был конфликт с тогда еще бойфрендом девушки, рэпером Риком Россом. Чтобы насолить недругу, 50 Cent смог раздобыть личное домашнее видео с Ластонией, издевательски его переозвучил и выложил в сеть. В дальнейшем ролик собрал около 4 миллионов просмотров и, естественно, вызвал возмущенную реакцию девушки. Суд постановил выплатить пострадавшей компенсацию в размере $5 миллионов, после чего счета нашего героя были заморожены по одной простой причине. У музыканта больше не было денег. Эксперты оценивали общее состояние рэпера с учетом наличных, недвижимости и автопарка в $22 миллиона. Примерно в ту же сумму оценили и его долги. Так что после проигрыша в суде Кертису пришлось объявить себя банкротом. Но несмотря на финансовый провал, Кертис вскоре сообщил, что строит особняк в Африке. Он выложил видео в соцсети, где прислуга убирала двор на фоне шикарного дома. Рэпер не уточнил, где именно находится этот особняк, как и сколько он заплатил за его строительство.
К тому времени курс биткоина вырос в несколько десятков раз. Это сыграло на руку музыканту, ведь у него еще хранились биткоины, которые он получил благодаря продажам последнего альбома. 400 тысяч долларов превратились в 8 миллионов, и рэпер, конвертировав криптовалюту, сумел отдать все долги и возвратиться к своей привычной жизни с множеством растрат. Например, купил Rolls-Royce Phantom на свой 43-й день рождения, стоимость которого достигает 588 тысяч долларов. Сейчас состояние 50 Цента оценивается в 40 миллионов долларов, а всего за свою карьеру он заработал более 260 миллионов долларов. Прибыль приносит не только музыкальная и продюсерская, но и рекламная деятельность. Разобравшись с финансовыми проблемами, рэпер перебрался в Хьюстон, о чем сообщил в соцсетях. Он интересовался недвижимостью, которую прозвали «Домом Дарта Вейдера» из-за необычного внешнего дизайна, но купил ли в итоге, неизвестно. Внутри построенная в 1992 году резиденция выполнена тоже в современном, но менее футуристичном стиле, с большими окнами от пола до потолка, скульптурами и открытой террасой со спа. У 50 Цента потрясающий автопарк, который суммарно превышает несколько миллионов долларов. В его коллекцию входят несколько Rolls-Royce'ов, несколько экземпляров Lamborghini Aventador, Mercedes G-класса, Lamborghini Urus, Maserati MC12, а пару лет назад Кертис купил Bentley Mulsanne. Помимо этого, рэпер купил частный джет стоимостью 20 миллионов долларов. Правда, однажды его уличили в обмане. В шоу канала MTV он демонстрировал не свои Феррари, а арендованные. Кертис Джексон не пьет алкоголь, не курит и ведет здоровый образ жизни. Он неоднократно заявлял, что видел, как все эти вещества влияют на людей, в том числе на примере близких родственников, а знакомые с ним люди отмечают его собранность, пунктуальность и деловую хватку. Его стиль невозможно спутать. Его голос как символ эпохи. Он превратил уличную правду в культурное наследие. И сейчас время узнать, каким был путь Снуп Догга. Это я удачно зашел. Прославленный американский рэпер, продюсер, бизнесмен и актер. Он заслуженно занимает одно из главных мест в плеяде законодателей музыкальных трендов. Чрезвычайно одаренная личность, помноженная на кипучую энергию и дерзкий нрав, оставили в его судьбе след в виде регулярных проблем с законом, американских горок в личной жизни и ярких образов. Келвин Кордозар Броудс-младший родился 20 октября 1971 года в семье Вернелла Вернада и Беверли Тейт в калифорнийском городе Лонг-Бич. Отец мальчика, прошедший Вьетнам и игравший на тамбурине в музыкальной группе с религиозным уклоном, ушел из семьи, едва Кроха появился на свет, и фамилию ему дал отчим. Однако именно родному отцу Келвин обязан недюжинным музыкальным талантом, который проявился достаточно рано. В детстве будущая звезда музицировал на пианино и пел в церковном хоре. В 6 классе на смену классическим мелодиям пришел отвязный брутальный рэп, не полюбить который у Келвина просто не было шанса. Семья жила в криминальном районе. Мальчик быстро влился в субкультуру, начал придумывать свои первые тексты и мелодии, мечтая при этом о спортивной карьере квотербека. Уже в средней школе парень вступает в Крипс, одну из самых масштабных американских банд, занимающуюся распространением запрещенных веществ. Закончив школу, юноша поступил в Калифорнийский политехнический колледж, но не успев получить образование, загремел на полгода в тюрьму, куда он систематически наведывался и после окончания колледжа на протяжении 3 лет с 1989 года. Обретя свободу в 1991 году, парень решил плотно заняться музыкой и начал записывать демо под псевдонимом Snoop Doggy Dogg в честь персонажа известного мультсериала «Любознательной собачки Снупи», а еще потому, что так его называла мама.
Это решение было вознаграждено судьбоносной встречей с легендарным продюсером доктором Дре, к которому попала демо-кассета Снупа. Обладая профессиональным нюхом на таланты, Дре берет Снупа под свое крыло и уже в следующем году записывает совместно со своим подопечным саундтрек к фильму «Под прикрытием», а также подключает его к работе над своим альбомом «The Chronic». Благодаря активной раскрутке дебютный альбом самого Снупа Doggy Style ожидается с таким ажиотажем, что еще до официального релиза на него было получено свыше 1,5 миллиона предварительных заказов. В классику хип-хопа превратилась песня Gin and Juice, в то время как Snoop Dogga стали приводить в пример как женоненавистника противники гангста-рэпа. Сам Snoop Dogg в это время по девочкам не бегал, предпочитая разовым увлечением серьезные чувства. Со своей любимой Шанте Тейлор певец познакомился еще в школе, и уже в 1994 году у пары родился сын Корде. Но криминальное прошлое восходящую звезду сцены не отпускало. Так еще во время работы над альбомом Doggy Style он был остановлен полицией за нарушение правил дорожного движения, и в машине был обнаружен пистолет. Снуп был приговорен к штрафу в $1000, 3 публичным упоминаниям о преступлении в прессе и 3 годам испытательного срока. А одна из церемоний MTV запомнилась неприятным инцидентом, который впоследствии добавил еще один плюсик в имидж брутала и гангстера. Прямо на мероприятии Снуп был арестован в связи с подозрением в убийстве. Как сообщалось, член одной из банд Лос-Анджелеса был убит выстрелом телохранителя рэпера. Сам артист в это время находился за рулем автомобиля. Оба были оправданы, поскольку адвокату удалось доказать, что речь шла о самообороне. Творческая деятельность Снупа даже попала под прицел правительства США, которое обсуждало влияние гангста-рэпа на общество и выражала обеспокоенность ростом его популярности. Но, несмотря на разговоры в Конгрессе, армия поклонников Снуп Догга росла не по дням, а по часам, а уголовное дело только добавляло ему популярности. В это время Снуп женился на Шанте, и у пары родился второй сын, которого назвали Кордел. В 1998 году певец сократил псевдоним до Snoop Dogg, а через год родилась дочь Кори, которую счастливый отец зовет «Моя шоколадка». Правда, годом ранее у него родился внебрачный сын от отношений с Лори Холманд, Джулиан Кори Броудс, которого рэпер признал лишь в 2007. Как гром среди ясного неба, в 2004 году появляется новость о том, что Снуп и его супруга разводятся. В качестве причины расставания артист указал непримиримые разногласия, что в переводе с голливудского может означать все, что угодно. Как тут не вспомнить темную историю с гримершей Кайли Белл, которая обвинила Снупа и нескольких его друзей в том, что предварительно накачав ее запрещенными веществами, они подвергли ее насилию и избили. Женщина оценила ущерб в $25 миллионов и подала иск в суд Лос-Анджелеса. Однако Снупу удалось выйти сухим из воды. На руку артисту сыграли срок подачи иска, который к тому времени превысил 6 месяцев, а также попытки женщины договориться с обидчиками полюбовно. В распоряжении Догга оказались доказательства того, что Кайли просила за свое молчание 5 миллионов, что было приравнено к вымогательству, а адвокаты певца быстро подали встречный иск. Теперь уже сам Снуп требовал от гримерши огромные деньги, но в итоге тяжба свелась к взаимному отзыву претензий, и вскоре история забылась. Однако карма – дама суровая, и начиная с 2006 года Снупа начинает преследовать череда скандалов, преимущественно в аэропортах мира. В апреле 2006 года артист и часть его группы были задержаны полицией в лондонском аэропорту Хитроу. Причиной стал погром, который мужчины учинили из-за того, что некоторых из них не пустили в VIP-зал аэропорта. Возмутившись запрету, разъяренные рэперы ворвались в магазин Duty Free, где принялись кидаться бутылками с виски. В результате потасовки пострадало 7 полицейских, а Снуп и его друзья провели ночь за решеткой.
На следующий день все были выпущены под залог, однако выходка обошлась дорого. Был сорван концерт в южноафриканском Йоханнесбурге. Компания British Airways занесла Снупа в черный список, а власти Великобритании запретили въезд на территорию страны. Буквально через полгода Снупа задержали в аэропорту калифорнийского округа Ориндж из-за найденной у него складной полицейской дубинки. Артиста арестовали, дубинку изъяли, предъявив несколько обвинений, и отпустили под залог в $150 тысяч. Вскоре его несколько раз задерживали с привычным для него набором из травки, кокаина и оружия. А в 2007-м власти Австралии отказали во въезде в страну, куда он направлялся, чтобы принять участие в музыкальной премии. Поводом послужило криминальное прошлое артиста и волна негативной информации в связи с арестами и обвинениями в США. Тогда же, проходив в холостяках 4 года и повстречавшись с несколькими красавицами, Снуп воссоединился с бывшей супругой, женившись на ней снова. Снуп является поклонником растительной пищи, хотя полным веганом не является. Он даже инвестировал в бренд Beyond Meat, выпускающий заменители мяса на растительной основе. Snoop Dogg, помимо прочего, еще и талантливый бизнесмен. Правда, активы у него весьма специфические. Он владеет брендом бумаги для самокруток, а также, по некоторым данным, является продюсером фильмов для взрослых. Естественно, что при такой высокой деловой и творческой активности Snoop Dogg богатый человек. На сегодняшний день состояние певца оценивается в $150 миллионов. В среднем в год он зарабатывает 15 миллионов, которые ему приносят выступления, роялти и гонорары с музыкальных продаж, съемки в кино, продюсирование лейбла, рекламные контракты, а также концерты, стоимость которых может доходить до $105 тысяч. Тратить свое богатство Снуп предпочитает на автомобили и недвижимость. Свой первый дом он приобрел в далеком 1994 году за $660 тысяч. Жилье звезды в средиземноморском стиле было показано в эпизоде шоу MTV «По домам», в котором сам Снуп провел для зрителей экскурсию, показав роскошные интерьеры, бассейн во дворе и баскетбольную площадку. Уютное гнездышко в Клермонте знаменитость продал в 2007 за $1,8 миллиона. В 1998 году за $720 тысяч он купил еще один особняк в Даймонд Бар, Калифорния, и до сих пор живет в нем. Парк его автомобилей столь же оригинален и противоречив, как и его владелец. Жемчужиной коллекции по праву считается Cadillac DeVille 1967 года, украшенный огромным логотипом певца и портретами его сыновей. Ретромобиль, естественно, в идеальном состоянии, салон обшит дорогой кожей темного оттенка, а также украшен небольшой хрустальной люстрой. Второй DeVille, уже 1968 года, белого цвета, украшен портретом самого Снупа, а дополнением служат цитаты из Библии и молитвы. Любовь к жене и дочери также нашла свое место на одном из роскошных автомобилей рэпера. Темно-синий Бьюик Ривьера 1967 года выпуска украшают их портреты и надписи «Я и мои девочки», а также «Ангелы Дога». Из современных игрушек в гараже Снупа имеется Chrysler 300C 2006 года, который концерн подарил певцу за успешное сотрудничество с брендом. Среди множества классики в коллекции Дога есть поистине невероятные образцы. Например, трехколесный Бэтмобиль Polaris Slingshot, который обошелся певцу всего в $27 тысяч. Электромобиль Tesla X, а также потрясающий воображение школьный автобус. В начале нулевых Снуп тренировал детскую футбольную команду Rowland High School и специально для них купил автобус, дополнив его 27 экранами, 70 динамиками, чтобы дети в дороге могли смотреть фильмы или играть в приставку. Снуп обожает тематические авто. Например, в его коллекции до недавнего времени был канареечный кабриолет Pontiac Parisienne 1996 года, посвященный любимой баскетбольной команде рэпера Lakers. На капоте, помимо легендарных игроков вроде Шакила О'Нила и Мэджика Джонсона, изображен и сам Снуп в самом центре и с мячом в руках.
В 2016 году он подарил это уникальное авто легендарному игроку Коби Брайанту, объявившему об окончании своей спортивной карьеры. Дугу вообще не чужды широкие и альтруистические порывы. Он часто помогает деньгами нуждающимся, больницам. Одной из традиций стала раздача малообеспеченным людям индеек ко Дню Благодарения. Так, в 2015 году Снуп и мэр калифорнийского города Инглвуд собственноручно раздал местным бедным семьям 1500 индюшек. Чей путь к славе вы хотите увидеть в следующем выпуске? Пишите в комментариях. Ваш выбор может стать героем нового видео.